Избранный. Ты наткнулся на это послание не случайно. Небеса устроили этот момент. Еще до того, как ты проснулся этим утром, еще до того, как твои глаза открылись свету, еще до того, как твое сердце прошептало безмолвную молитву о помощи, еще до того, как твоя рука потянулась к телефону, Бог уже вписал эту встречу в книгу твоей судьбы. Тебе было суждено услышать это сейчас, в эту самую секунду. Потому что то, что сейчас прозвучит, это не просто человеческая речь, это божественная передача, священный ключ которой откроет дверь из избыток, богатства и выздоровления, которое ждало тебя по ту сторону твоей веры. Слушайте внимательно, потому что это не совпадение, это звонок. Дух Божий наблюдал, как твое сердце безмолвно бьется. Он видел твои слезы по ночам, мгновения, когда ты пыталась улыбнуться, в то время как твоя душа разрывалась на части. Ты шептала вопросы, которые никто не слышал. «Боже, когда же придет моя очередь? Когда же, наконец, исполнится обещание, которое ты дал?» И вот небеса отвечают: ваше время началось. То, что было заперто, отложено или скрыто, вот-вот проявится. Сверхъестественная скорость. Но прежде чем эта дверь распахнется, есть секрет, вы должны понять. Это нечто столь священное, столь личное, что услышать это могут лишь те, кто избран судьбой. Не прокручивайте дальше. Не смотрите дальше. Дочитайте это сообщение до конца, ведь в нем кроется ключ, это изменит всю вашу жизнь. То, что я открою в эти минуты, несет в себе семя вашего чуда. Это не история, это откровение. Это не случайность, это завет, вы просили знаков, и это послание один из них. В тот момент, когда вы решили остаться, небеса пришли в движение. Ангелы, назначенные для вашей урожая, уже восстали из своего молчания. Двери, которые отказывались открываться, начинают дрожать. Что-то святое происходит, и вы можете почувствовать это даже сейчас, когда эти слова трогают ваше сердце. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Вы пережили слишком много бурь, чтобы поверить в случайность этого. Вы переживали ночи, когда бремя нищеты, боли и разочарования сокрушало ваш дух. Вы смотрели на то, как другие восстают, пока вы сами оставались в тени, и думали, не забыл ли Бог ваше имя. Но Он не забыл. Он готовил вам трапезу в присутствии ваших врагов. Он формировал вашу веру для богатства, которое не выцветает. Он совершенствовал ваш дух так, что, когда благословение прибыв, Он не уничтожит вас, а преобразит. И это преобразование начинается сейчас. В том, что вы сейчас услышите, таится нечто священное. Божественная тайна, завернутая в обычное слово, ожидающая, чтобы их раскрыл ваш веро. Многие услышат и пройдут мимо, но немногие останутся и примут. Вы должны выбрать быть среди немногих. Потому что прежде чем закончится это послание, прежде чем будет произнесено последнее слово, я открою точный знак, который подтверждает ваш чудо уже в движении. Но до этого момента мне нужно, чтобы твое сердце оставалось открытым. Не сопротивляйся внутреннему порыву, это не эмоция, это откровение. Вы стоите на пороге чего-то необыкновенного. Это не случайная встреча, это пророческое выравнивание. Небеса склоняются к вам, ожидая вашего ответа. Решение, которое вы примете в этот момент, прислушаетесь или проигнорируете, поверите или усомнитесь, определит, как скоро дверь открывается. Потому что правда в том, Бог никогда не удерживает благословения, Он ждет готовности. И это послание, это момент готовности, о котором молилась твоя душа. Оставайтесь. Пусть каждое слово проникнет в глубину вашего сердца. Не позволяйте отвлечению украсть то, что уготовано небесами. Обещать в середине этого откровения, которое заставит воздух дрожать, и ваша судьба сдвиг к завету, что вы когда-то считали сломанным, вот-вот обновится, к урожай то, что вы считали потерянным, вот-вот прорастет.
И прежде чем закончится это послание, вы поймете, почему ваш путь был таким трудным, потому что Бог не наказывал вас, Он готовил вас к богатое наследство. Это тот час, когда ваш вера станет вашим величайшим оружием. Оставайтесь до последнего слова, ибо это слово не просто благословит вас, а оно перестроит тебя. То, что начинается как шепот надежды, закончится ревом чуда. Ты скоро увидишь, что небеса все это время уготовили тебе. Так что слушай, избранный, потому что до того, как это сообщение закончится, что-нибудь сверхъестественное пробудится в вашем сердце, и вы уже никогда не будете прежним. То, что ты нес, то, что давило на твою грудь невидимым грузом, не бессмысленно. Смятение, затуманившее твой разум, беспокойство, не дающие тебе уснуть, мысли, преследующие тебя даже в тишине, все это имеет божественное объяснение. Вы были под расследование не людьми, а самим небом. Дух Божий наблюдал за вашими реакциями, вашими словами, вашими мира, когда никто не видел. Каждая слеза, каждое разочарование, каждая ночь, когда ты спрашивал «Почему я, Боже?», все это никогда не игнорировалось. Все это писалось, записывалось, запоминалось. Тебя совершенствовали тайно. Боль, предательство, моменты, когда ты чувствовал себя брошенным, все это были части чего-то большего. Завет в движении. Видите ли, благословение не может прийти к непроверенному сердцу. До богатства, до избыток должно быть и очищение. Шторм, то, через что ты прошел, не должно было тебя уничтожить, а должно было раскрыть тебя. Бог проверял, будешь ли ты по-прежнему доверять Ему, когда деньги исчезнут, когда друзья станут незнакомцами, когда дверь, о которой ты молился, окажется закрытой. Подумайте сами, сколько раз вы чувствовали, что за вами наблюдает кто-то невидимый. Как будто небеса оценивают не ваш успех, а ваши веропосреди неудачи. Ощущение, что ваши молитвы разносятся эхом, оставаясь без ответа, в то время как другие получали чудеса до вас, это не было пренебрежением, это был выбор времени. Божественное время никогда не торопится. Небеса откладывают то, к чему сердце не готово. Болезнь, затянувшаяся дольше, чем ожидалось, упущенная возможность, предательство, разрушившее твое доверие, все это несло в себе скрытые уроки. Ты думал, что проигрываешь, но небеса тебя укрывали. Ты думал, что люди тебя игнорируют, но Бог выделял тебя. Духовное богатство грядущее требует зрелости, чтобы выдержать его. Нельзя держать вечное обещание временными руками. Вот почему Богу пришлось позволить определенным вещам разрушиться. Он не наказывал тебя, Он оберегал тебя. И все же, я знаю, ты чувствовал это, напряжение ожидания, тяжесть наблюдения за тем, как другие всходят, пока ты все еще сеешь. Моменты, когда ты смотрел на свой банковский счет и говорил: «Боже, я был верен. Почему я все еще здесь?» Утра, когда надежда казалась ложью. Тихие ночи, когда твои молитвы казались шепотом, затерянным на ветру. Но позволь мне сказать тебе, Он услышал их все. Даже те, которые ты никогда не произносил вслух. Чудо-то, чего вы ждали, строилось за кулисами, скрыто от глаз. И теперь архитектор небес готов явить то, что он строил все это время. Не враг пытались убедить вас, что ваша боль – доказательство отсутствия, но это было доказательство подготовки. Бог скрывает свое величайшее благословение внутри величайшего смятения. Вот почему так много людей сдаются прямо перед тем, как дверь открывается. Они принимают тишину за отказ, хотя на самом деле это звук небес, перестраивающих путь. То, что кажется задержкой, на самом деле божественный замысел. Вас никогда не забывали, вас выбраны снова. Предательство, которое застало вас врасплох, оно не было случайным. Бог позволил некоторым людям уйти из вашей жизни, потому что их сердца не мог пойти туда, где твоя судьба в тот момент,
когда они ушли, небеса начали освобождать место для того, что будет дальше. Вы потеряли их, да, но то, что придет, заставит вас возблагодарить Бога за то, что они ушли. Есть благословения, требующие уединения перед проявлением. И то, что было тихо в вашей жизни в последнее время, это всего лишь затишье перед сверхъестественный урожай. Вам нужно услышать прямо сейчас: вы не отстаете. Вы не опоздали. Вы именно там, где Бог хочет, чтобы вы были, потому что божественное время всегда кажется задержкой, прежде чем прорывом. Исследование, тишина, замешательство – все это подготовка к преобразованию. Вы прошли через священный тест, призванный не сломать тебя, а испытать тебя. И каждая секунда пережитой тобой боли была замечена. Возможно, ты сомневался в своей ценности, думая: может быть, и я недостаточно хорош для этого обетования. Но послушай, Бог не призывает достойных, Он дает призванным качества. И ты, дитя мое, был призван. Вот почему атака была такой интенсивной. Враг не сражается с обыденностью. Он ведет войну только там, где есть божественный потенциал. Это тревога, которую вы чувствовали. Это сигнал, что ваш чудо близится. Тяжесть, что давит на твою грудь, это давление духовного рождения. Из твоей боли вот-вот возникнет нечто, что навсегда изменит твою жизнь. Поэтому я прошу вас сейчас, прежде чем мы пойдем дальше, остановиться и нравиться это видео не из-за алгоритма, а как пророческий актер. Каждый щелчок, каждый жест – это заявление о том, что вы согласны с обещать. Нажимая эту кнопку, делайте это так, словно вы нажимаете «Да» Небесному Завету. Вы говорите: «Боже, я принимаю. Я готов к тому, что откроется следующая дверь». Это символично, но мощно, потому что вера без действия мертва, и это маленькое действие послужит знаком вашей веры. Теперь дышите. Потому что пока вы читаете это, Бог распутывает узлы в вашем сердце. Невидимое расследование, заставившее вас все усомниться, подходит к концу. Вердикт выносится в вашу пользу. Вы прошли испытание. Ваш вера, хотя и потрясенный, не рухнул. И вот в божественном послании говорится одно слово – «одобренный». Тебя проверили в финансах, чтобы ты мог нести богатство. Вы прошли проверку здоровья, чтобы иметь возможность носить выздоровление. Ты был испытан одиночеством, чтобы ты мог нести связь. Каждое испытание было пророческим. Каждое испытание было тренировкой к завету, что было сотворено в тайне, вот-вот станет явным. Скоро вы поймете, почему Бог заставил вас ждать. Потому что Он не просто готовил благословение, Он готовил тебя к тому, чтобы с этим справиться. Не удивляйтесь, если в ближайшие дни начнут проявляться знаки. Неожиданные звонки. Двери, открывающиеся без объяснений. Мир, сменяющий смятение. Это не совпадение, это подтверждение. Вы вступили в божественное время. Тени, окружавшие вашу жизнь, рассеиваются, и то, что когда-то казалось тьмой, вскоре засияет. Избыток. Вы выдержали период молчания, теперь наступает период звук. И если вы чувствуете сейчас что-то волнующееся в своем сердце, это потому, что небеса свидетельствуют об этой истине. Боль, которую вы перенесли, не была напрасной, она была вложена. Каждая слеза была семенем. Каждое разочарование было почвой. И теперь урожай близко. Дослушайте это сообщение до конца, потому что прежде чем видео закончится, я открою вам финальную часть, ключ, единственное откровение, которое придаст смысл всему, что вы пережили. А пока запомните эту истину: вас видят, вас выбирают, и вы всего в нескольких минутах от сверхъестественного трансформация. Твой Веране остался незамеченным, ваш сердце не был заброшен,
и вышеобещать не забыто. Небеса молчали, потому что были заняты. И вот Бог говорит: расследование окончено, чудо началось. Шепот. Ты слышал его, не так ли? Тихие голоса, отдающиеся эхом за твоей спиной. Слова, обернутые в фальшивые улыбки. Подозрения, скрывающиеся за дружелюбными лицами. Ты чувствовал это напряжение в воздухе, когда ты вошел в комнату, изменение энергии, когда упомянули твое имя. Ощущение, что за тобой постоянно следят, выжидают, рассчитывают твою гибель. Ты пытался игнорировать это, пытался убедить себя, что это всего лишь воображение. Но в глубине души твой дух знал. Был скрытый мотив. Было молчаливое расследование. Люди, которым ты доверял, начали меняться. Те самые, кто когда-то называл тебя другом, начали сомневаться в твоем сердце. И ты оказался один, окруженный шумом, но покинутый на самом деле. Скажите, сколько раз вы плакали, улыбнувшись на публике? Сколько ночей вы смотрели в потолок и шептали: «Боже, почему они против меня, если я ничего плохого не сделал?» Сколько раз вы уменьшали свой свет, чтобы другим было комфортно, а потом они обвиняли вас в гордыне? На вас нападали не потому, что вы были слабы, а потому, что вы, выбранный враг, не тратит энергию на тех, кто не представляет угрозы. Он выбрал тебя, потому что ты судьбонесетвость. И люди, которых он использовал, чтобы проверить тебя, были всего лишь инструментами в духовное исследование. Но вот истина, которую небеса хотят, чтобы вы усвоили всем своим существом. Они не нашли того, что искали. Они пришли с подозрением, они нашли ваши молитвы. Они пришли искать слабость, они обнаружили вера. Они пришли, чтобы обнажить позор, они столкнули сила. То, что они думали уничтожить тебя, лишь раскрыло незыблемость завет между вами и Бог. Каждое обвинение становилось доказательством твоей невинности. Каждый слух становился удобрением для вашего урожая. Каждая попытка тебя похоронить на самом деле была посадкой. Остановитесь на мгновение и подумайте об этом. Они пришли, чтобы похоронить вас, но не поняли, что вы семя. Вам было суждено уйти в землю. Вам было суждено быть спрятанным на какое-то время. Потому что во тьме Бог готовила нечто невидимое. Ты думал, что тебя забыли, но на самом деле ты прорастал. Они думали, что ты пал, но небеса поднимали тебя. И когда твои корни были готовы, когда твои вероуглубились, Бог начал вытаскивать тебя обратно на свет, не как того самого человека, который ушел в землю, а как того, кто вырос до неузнаваемости. Позвольте мне спросить вас, как часто вы сомневались в своей ценности из-за слов других? Как часто вы съеживались под их суждениями, думая, что, возможно, они правы насчет вас? Как часто вы говорили себе: «Может быть, проблема действительно во мне», когда на самом деле проблема была в вас, точка решения их проблеме, с которой они не могли справиться. Они обвинили вас, потому что ваше присутствие обнажило их отсутствие цели. Они отвергли вас, потому что вошеверостилал их страх неприятным. Они увидели ваш свет и приняли это за высокомерие, не понимая, что яркость, которую они ненавидели, была отражением Божьей славы. И пока они шептали, Бог наблюдали. Пока они строили козни, небеса готовились. Каждый раз, когда кто-то пытался вас дискредитировать, небеса записывали это как доказательство вашей стойкости. Каждый раз, когда вы молчали вместо того, чтобы дать отпор, Дух отметил твою сдержанность как праведность. Каждая рана, которую ты носил, стала открытой дверью для божественного. Выздоровления. Каждая слеза поливала почву твоего будущего. Избыток. Вас не уничтожали, вас определяли. Видишь ли, те, кто пытался причинить тебе зло,
стали невольными свидетелями твоих трансформаций. Они пришли, чтобы разоблачить грех, они нашли милость. Они пришли, чтобы обнаружить неудачу, они обнаружили прощение. Они пришли посмеяться над твоей нищетой, они были свидетелями богатства укорения в твоей душе. Да, тебя атаковали, но ты также подвергался защите. Та самая ловушка, которую они поставили, стала дверь, через которой ваши чудане думали, что нашли улики против тебя, но небеса превратили их в улики в твою пользу. Теперь я должен спросить вас, что, если боль, которую вы чувствуете, это знак вашего повышения? Что, если те, кто ушел, были не потерями, а уроками? Что, если предательство, которое вы приняли за наказание, на самом деле было Божий ключ, чтобы перенаправить вашу судьбу? Вы цеплялись за мысль, что боль вас дискредитировала, но на самом деле она вас оправдала. Вы пережили то, что должно было вас сломить. Вы выстояли в бурях, которые другие не смогли бы вынести. Вы многое потеряли, но ваш Эвера не разрушился. Одно это уже доказательство божественного выбора. Теперь ты понимаешь, почему они напали на тебя? Потому что увидели в тебе то, чего им не хватало. Они искали слабости, а вместо этого нашли непоколебимую силу. Они видели, как ты теряешь все, но все равно поднимаешься к Эвера. Они испытывали твое терпение, но твое молчание стало твоей проповедью. Они хотели увидеть твое падение, но вместо этого стали свидетелями твоего падения. Кстати, в этот момент все обвинения рухнули под тяжестью твоей стойкости. Те же уста, что проклинали тебя, однажды засвидетельствуют о твоей чудо. Пора перестать спрашивать себя, почему с тобой так обошлись. Пора перестать испытывать чувство вины за то, что ты благословенный. Вы не обязаны никому объяснять свою божественную милость. Вам не нужно извиняться за свой избыток, твой мир, твой звонок. Потому что те, кто пытался причинить вам вред, никогда не были вашими врагами, они были вашими зеркалами. Они раскрыли, кем вы являетесь, показав, кем вы не являетесь. Вы есть свет, а свет всегда обнажает тьму. Вот почему ты заставила их чувствовать себя некомфортно. А теперь послушайте эту истину, которую небеса говорят вам. Сердце грядет оправдание. Те же люди, которые усомнились в ваших молитвах, вскоре станут свидетелями ваших молитв. Обещать. Те же, кто насмехался над вашим ожиданием, будут вынуждены наблюдать за вашим урожай. Тем самым устам, которые говорили против тебя, придется благословить тебя публично. Потому что Богон не человек, чтобы лгать. То, что он сказал о твоей жизни, проявится. Всякая ложь, сказанная против тебя, уже была опровергнута в небесных судах. Вердикт вынесен: невинный, любимый, помазанный, избранный. Но вот в чем настоящий вопрос: простите ли вы их? Потому что истинный знак божественного трансформации, когда вы получаете свое благословение, именно тогда вы можете благословить тех, кто проклял вас. Можете ли вы молиться за тех, кто ранил вас? Можете ли вы освободиться от горечи, которая сковала вас сердце? Потому что Богнет только вернет то, что было украдено. Он даст вам богатство мира, избыток радости и наследование божественной свободы. Но пройти через эту дверь ты должен отказаться от мести. Помните, они пришли увидеть ваш конец, но они будут свидетелями вашего начала. Они пришли подсчитать ваши потери, но они подсчитают ваши потери. Урожай. Они пришли посмеяться над твоим падением, но они преклонятся перед твоим растет. Это не конец, это божественный переворот. То, что было предназначено во зло, уже обратилось во благо. Та же ситуация, которая была создана, чтобы сломить тебя, теперь благословит тебя. Та же тьма, что окружала тебя, станет фоном для твоего света. И я спрашиваю вас снова, поверите ли вы этому?
Доверитесь ли вы этому даже сквозь слезы, Бог работала? Осмелитесь ли вы рассматривать каждое предательство как мост, каждую задержку как направление, каждую боль как подготовку? Потому что как только вы это сделаете, обвинения потеряют силу, страх потеряет голос, и ваша вера становится неудержимым. В этот момент история меняется. Они пришли за тьмой, но нашли свет. Они пришли уничтожить вас, но обнаружили, что Богон сам живет в тебе. И теперь никакое обвинение не может устоять, потому что оправдание уже началось. И пока человеческие глаза искали поводы осудить тебя, божественные очи тихо собирали доказательства в твою защиту. Небеса вели учет не твоих ошибок, а твоей верности. Каждый момент, который ты считал незамеченным, был тщательно записан в вечном архиве твоей судьбы. Каждый выбор, который ты делал молча, каждый раз, когда ты сопротивлялся злобе, каждый раз, когда ты доверял Богу, когда логика говорила тебе не делать этого. Небеса увидели это, отметили это, сохранили это. Ничто не было забыто. Ничто не было потеряно. Ты стоял в духовный зал суда, и пока мир обвинял, Бог строил ваше дело. Вспомните те утра, когда встать с постели было невозможно, а надежда казалась воспоминанием. Но вы все равно вставали. Вы прошептали, молитва даже, когда твои губы дрожали. Ты благодарил Бог прежде, чем увидеть какие-либо доказательства чуда. Небеса записали это. Каждый поступок стойкости стал строкой свидетельства. Каждый вздох стал стихом в истории вашей стойкости. Когда вы молчали вместо того, чтобы отомстить, это было отмечено. Когда вы благословляли тех, кто причинил вам боль, это было записано как божественное свидетельство. Когда вы решили простить даже с кровоточащей раной сердца, что было зарегистрировано как доказательство вашей духовной зрелости. Есть священная книга, написанная не чернилами, а намерением, и твое имя выгравировано на ней. Она содержит каждый маленький акт послушания, который, как ты думал, никто не замечает. Каждый раз, когда ты выбирал честность вместо комфорта, небеса писали «верный». Каждый раз, когда ты сеял в жизни других, даже когда у тебя уже почти ничего не оставалось, небеса писали «щедрый». Каждый раз, когда ты поднимал глаза и говорил «Боже, я все еще доверяю Тебе», небеса писали «непоколебимый». Ты думал, что выживаешь, но на самом деле ты был доказательством, кем вы являетесь на самом деле. Это секрет, который понимают немногие. Каждое испытание – это проверка, но не проверка, которая должна тебя опозорить, а проверка, которая должна тебя раскрыть. Бог, Он не проверяет, чтобы найти слабость, Он проверяет, чтобы разоблачиться. Вы переживали времена, когда казалось, что все рушится, но на самом деле происходило следующее. Уточнение небеса полировали тебя. Дух, как золото в огне. Ты никогда не был предназначен быть обычным, поэтому огонь казался таким необычным. Ты был призван нести богатство, не только богатство, но и мудрости. А богатство без изысканности – это разрушение. Итак, Бог допустил, чтобы вы были испытаны не для того, чтобы сломить вас, а чтобы баланс ты. Но вот о чем большинство никогда не слышит: тесты никогда не были ориентированы на результат. Они были ориентированы на реакцию. Небеса не следили за тем, победите вы или проиграете, они наблюдали за тем, как вы будете отвечать. Каждый раз, когда вы отказывались проклинать тьму, свет добавлялся к вашему наследию. Каждый раз, когда вы держались веры вместо страха, другой дверь был готов к своему будущему. Вы думали, что терпите задержку, но на самом деле вы закладывали фундамент для избыток. Представьте себе прямо сейчас зал суда на небесах. Обвинитель стоит, перечисляя ваши промахи, восстанавливая ваши ошибки, приводя доказательства каждого падения. Но затем появляется адвокат, ваш защитник, тот, кто носит шрамы твоего искупления. И он начинает говорить: да,
они споткнулись, но поднялись. Да, они плакали, но молились. Да, они были ранены, но прощали. Да, они были искушаемы, но сопротивлялись. Да, их не понимали, но они все равно любили. И когда эти слова эхом разносятся по вечности, любое обвинение теряет силу. Твой дух объявляется невиновным не потому, что вы никогда не падали, а потому, что вы никогда не сдавались. Каждый выбор, сделанный вами в личной жизни, вознаграждается на публике, и в Ветхом Завете то, что шептали над вашей жизнью, снова подтверждается. Вы не определяется грехом, который пытался завладеть вами, вы определяется, которые отказывались умирать. Те самые бури, которые должны были потопить вас, стали вашим свидетельством. Вы выстояли, когда могли рухнуть. Вы отдали, когда могли отступить. Вы остались скромными, когда гордыня могла взять верх. Вот почему Бог возвышает тебя сейчас не из-за совершенства, а из-за упорства. Видите ли, моральная дилемма вашего пути никогда не была связана с добром и злом в том смысле, как это видит мир. Она была связана с послушанием и удобством. Она была связана с веропротив страха. Речь шла о доверии Божий план, когда каждый видимый знак говорил: «Перестань верить». Ты мог выбрать горяч, но выбрал надежду. Ты мог отомстить, но выбрал молитву. Ты мог скрыть свою боль, но решил вынести ее на свет. Алтарь. Вот почему дверь-то, что когда-то казалась запертым, теперь начинает открываться. И все же, здесь находится священный секрет. Не все должны были знать, насколько ты был близок к разрыву. Это была конфиденциальная информация, доступная только тебе и Бог ночи, когда ты не могла дышать из-за невыносимой тревоги. Дни, когда ты улыбалась, неся невидимые раны. Моменты, когда твой банковский счет говорил «невозможно», но твой вера прошептал «чудо». Это были божественные испытания близости, и Отец в эти моменты, Он не был далек, Он был ближе, чем когда-либо, измеряя ритм твоего сердца и согласуя его со своим. Каждое безмолвное «да», которое ты шепчешь небесам, становится оружием против врага. Каждый раз, когда ты говоришь «я не сдамся», это словно молния ударяет в духовном мире. Возможно, ты этого не видел, но Дух Божий окружал тебя армией ангелов, свидетельствуя о твоей стойкости. Ты был на суде, но судьей был твой Отец. Вердикт был всегда определенным. Оглашение решения было лишь вопросом времени. Итак, теперь взгляните на свою жизнь глазами Бога. Боль была не случайной, она была целеустремленной, ожидание не было напрасным. Оно булавой на каждое разочарование несло в себе данные, каждое горе – доказательство, каждая задержка – документацию. Вас готовили к избыток, и доказательство вашей готовности уже записано в архиве небес. Двери, которые вот-вот откроются, не случайны, они являются законным результатом духовного послушания. Вы заслужили право войти в них не делами, а верность. Но прежде чем они полностью откроются, Бог все еще испытывает еще кое-что, твое сердце. Ты помнишь, где благословения пришли из того времени, когда богатство придет ли он? Будете ли вы продолжать молиться, когда давление спадет? Будете ли вы продолжать искать его, присутствие, когда боль утихнет? Ведь величайшее искушение после победы – это забвение. Вот почему небеса шепчут: не теряй смирения в изобилии, не теряй преданности в успехе. Вы прошли испытание борьбой, теперь готовьтесь к испытанию рожай. Потому что так же, как ты доказал свою веру в условиях дефицита, вы теперь докажете свою благодарность в богатство. Завет он не был создан для одного сезона. Он был разработан, чтобы выдерживать все времена года. Вы вступаете в фазу, когда ваш молитва станет вашим доказательством, ваша история станет вашей показанием, и ваша выносливость становится вашей ключ к большому двери.
Итак, встаньте прямо. Небесный суд произнес свое слово. Небеса возвещают: одобрен, избран, достоин. Ты не тот, кем тебя назвала боль. Ты тот, кто Бог говорит, что ты, живая показания божественной выносливости, сосуд чуда, доказательство того, что вера выдерживает огонь. И скоро, очень скоро то, что когда-то было скрыто, откроется как ваше вечное наследование. Прощение. Само это слово трогает сердце, не правда ли? Оно тяжелое, святое, неприятное и в то же время совершенно необходимое. Вы молились о чудо, для благословения, для избыток, но вы когда-нибудь останавливались, чтобы спросить, есть ли у вас сердце достаточно ли света, чтобы подняться туда, где живут эти обещания? Потому что небеса, не отпуская у богатства или благосклонности в руки, которые все еще сжимают цепь обиды, Дух Божий невозможно наполнить сосуд, уже полный горечи. Прощение – это не чувство, это ключ. И без этого ключ нет, двери открывается. Ты носишь в себе эти воспоминания, не так ли? Предательство, ложь, отвержение, которые ранили глубже, чем можно описать словами. Ты прокручивал в голове разговоры, переосмысливал концовки, шептал про себя, если бы только они этого не сделали. Но услышь эту истину всей душой, прощение – это не одобрение. Прощение не делает их поступки правильными, оно делает твой дух свободен. Ты молился о свободе, но как она может прийти, если ты все еще держишь перед собой чужой долг? Когда ты освобождаешь их, небеса освобождают тебя. Давайте говорить прямо, дитя Бог, то непрощение то, что ты носишь, медленно отравляет тебя. Оно сидит в твоем теле, сердце как свинец, отягощающий твою радость, души твою вера, задерживая ваш урожай. Тебя подавляет не враг, а бремя того, от чего ты отказываешься отпустить. Прощение – это не забвение, это освобождение от пут. Это снятие мешков с песком с твоего воздушного шара, чтобы ты мог подняться в новое измерение своей судьбы. Представьте себе, ваша жизнь – это божественный воздушный шар. Внутри вас горит пламя вера, священный огонь-дух. Каждый акт послушания разжигает жар, каждая молитва подпитывает восхождение. Но сколько бы жара вы ни вырабатывали, вы не сможете подняться, пока мешки с песком гнева, обиды и боли остаются привязанными к вам. Прощение – это не слабость, это освобождение. В тот момент, когда вы перерезаете эти веревки, вы не поднимаетесь медленно, вы поднимаетесь быстро. Потому что Бог никогда не проектировал свой дух жить близко к земле. Вы были созданы для высоты, для избыток, для божественного возвышения. Мне нужно спросить тебя сейчас кое о чем, и я хочу, чтобы ты ответил честно в своей сердце, кого ты все еще держишь в плену? Чье имя, когда ты вспоминаешь его, все еще сжимает твою грудь? Кто все еще может контролировать твой покой, даже не присутствуя? Это имя, это лицо, это воспоминание, вот цепь. И пока она существует, ты не свободен. Ты связан не их действиями, а своей реакцией. Небеса ждут, когда ты скажешь слова, которые откроют дверь «Я прощаю их». Это нелегко, я знаю. Рана была настоящей. Боль была личной. Но прощение – это не вопрос справедливости, это вопрос веры. Прощаешь не потому, что они этого заслуживают, а потому, что Бог прощения – это священный бунт против тьмы. Это выбор свет, когда у тебя есть все основания оставаться в тени. Это выбор мир над местью, свобода над памятью, выздоровление над историей. Это как сказать: «Я отказываюсь нести то, что Христос уже нес за меня». И здесь кроется божественный парадокс. Когда вы прощаете, вы не теряете силу, а обретаете ее. В тот момент, когда вы отпускаете, ваш дух расширяется.
Небеса начинают изливать новые благословения в вашу жизнь, потому что наконец-то для них появилось место. Бог невозможно заполнить сжатую руку. Чем сильнее ты сжимаешь свою боль, тем меньше места остается для чуда. Но когда вы раскрываете ладонь, когда вы отпускаете то, что вас тяготило, вы освобождаете место для того, что ждало своего часа. Хотите узнать, почему ваш следующий дверь еще не открылся? Это не то. Бог, это не прощение мешает ручке повернуть ее. Вы молились о трансформации для богатства, для исполнения обещаний, но небеса не могут излить новые вина в сердце, которое все еще хранит старую горечь. Нельзя идти в будущее, неся с собой обломки прошлого. Прощение – это не забвение, а решение больше не жить с раной. А теперь слушайте внимательно, потому что этот момент важен. Вы стоите на перепутье между освобождением и повторением. Вы можете либо подняться, либо остаться. Вы можете либо простить, либо пережить заново. Но невозможно сделать и то, и другое одновременно. Следующий уровень благословения требует, чтобы вы путешествовали налегке. Следующая глава вашей жизни судьба требует, чтобы вы сбросили тяжесть вчерашнего дня. Вы просили Бога для прорыва, и Он отвечает, но сначала следует наставление – простить. Вдохните. Вспомните имена. Вспомните лица. Даже те, о которых вы клялись никогда больше не упоминать. Теперь представьте, что обнимаете их не с ненавистью, а с благодатью. Прошепчите: «Я отпускаю тебя. Ты мне больше ничего не должен. Я выбираю мир. Я выбираю свободу. Я выбираю возвыситься». В тот момент, когда вы это произносите, духовная тяжесть начинает отступать. Воздух становится легче. Цепи начинают растворяться. Это не просто эмоция, это чудо происходит в реальном времени. Прощение – величайший акт веры. Потому что это значит верить, что Бог увидел, что Бог помнит и что Бог оправдает. Вам не нужно сводить счеты, небеса уже все знают. Вам не нужна месть, вам нужно освобождение. Тот же суд, который когда-то защищал вас, теперь готов вынести приговор об освобождении. Но молоток не ударит, пока вы не откажетесь от своего права на возмездие. Теперь вы понимаете, почему завет прощения священно. Это не предложение, это путь к божественному ускорению. Каждый раз, когда вы прощаете, вы возвышаетесь. Каждый раз, когда вы благословляете тех, кто проклинал вас, вы возвышаетесь. Каждый раз, когда вы отпускаете долг, дверь открывается шире. Вот почему Иисус сказал: «Простите, и вы будете прощены». Потому что прощение – это не просто милосердие, это движение. Оно направляет вас в соответствии с ритмом небес. И теперь, избранный, я хочу пригласить тебя к акту согласия. Если ты сердцеготов к выпуску, я хочу, чтобы в комментарии ниже эти слова: «Я прощаю и выбираю восстать». Не пиши это небрежно. Напиши это как декларацию, как завет, как акт послушания. Когда ты печатаешь эти слова, это не для меня, это для небес. Это твое свидетельство перед невидимыми свидетелями. Это твой публичный отказ от бремени, сковывающего твою душу. Повторите это еще раз по-своему. Дух: «Я прощаю и выбираю восстать». Потому что, как только эти слова слетают с ваших уст или с ваших пальцев, они эхом разносятся по вечности. Ангелы записывают их. Дух Божий дышит на них. И в этот момент врата задержки распахиваются. Урожай, который ждал, начинает двигаться к вам. Обещать-то, что было заперто, начинает шевелиться. Прощение не стирает память, оно переписывает смысл. Оно не избавляет от прошлого, оно искупает его. Прощая,
вы возвращаете себе контроль. Вы говорите: «Моя судьба определяется не тем, что они сделали, а тем, что я выбираю». И ты, избранный, выбираешь свободу. И вот теперь, когда это послание достигает своего поворотного момента, небеса склоняются ближе. Судья, который когда-то защищал вас, теперь улыбается и говорит: долг погашен. Дело снято, дверь открыт. Вы прошли сложнейшие испытания не на выносливость, а на смирение. Вы отказались от права на боль и выбрали силу мира. И этот выбор, этот единственный священный акт от Крайчуда вы никогда не могли себе представить. Напишите его ниже в знак завета: «Я прощаю и выбираю восстать», потому что в тот момент, когда ты это сделаешь, небеса отметят это, дух будет двигаться, и ваша трансформация начнется. В течение нескольких дней, избранный, да, в течение всего лишней, вы увидите доказательства этого божественного сдвига. Дух Божий уже начал менять облик вашей жизни. Произойдет разговор, который никогда бы не состоялся раньше. Дверь-то, что когда-то было заперто на засов, вдруг легко откроется. Сообщение, звонок, встреча, что-то, что казалось незначительным, а окажется ключу гораздо большему обещать. Вы будете знать, что это потому, что это придет с миром, а не с давлением. Это придет тихо, но с неоспоримой силой. Вы почувствуете это глубоко внутри себя, сердце. Это начало моего поворотного момента. Движение уже началось в невидимом мире. Небеса меняют ход событий в вашу пользу. Божественный суд, который когда-то зафиксировал вашу боль, теперь запечатлел ваше освобождение. Вы вступаете в период божественного ускорения. Чудо это заставляет само время подчиняться цели. То, что раньше занимало месяцы, теперь займет дни. То, что раньше занимало годы, развернется внезапно. Задержка истекла. Подготовка доказана. Обещать созрел, и урожай готов. И еще до конца этого месяца вы будете поражены тем, как быстро все наладится. Ждите сообщений от людей, которые раньше вас игнорировали. Ждите возможностей, которые появятся без всякой логической причины. Ждите неожиданностей. Ресурсы, деньги, идеи, союзники текут к вам. Это не мечта, это божественный порядок вещей. Дух оркеструет симфонию, где каждая нота играет в гармонии с вашим судьбой. Ты посеял в слезах, теперь пожнешь в ясности. Ты молился в тишине, теперь услышишь звук исполнения. Сначала вы заметите небольшие признаки: новый мир в вашем сердце, ясность мыслей, освобождение от тяжести в груди. Это не совпадение, это подтверждение. Это способ небес сказать: бремя снято. То, что было спутано, распрямляется. То, что было заперто, поворачивается на петлях. Каждая невидимая сила, препятствовавшая вашему движению, склоняется перед божественным порядком. Ваш путь расчищается. Ваше имя упоминается в комнатах, куда еще не ступала ваша нога. И когда дверь, открываясь, она не скрипит, она распахивается настежь. Вы войдете в комнаты, которые никогда не должны были быть для вас закрытыми. Разговоры, которые раньше вас не касались, теперь будут вращаться вокруг вас. Дух Божий назначает людей, которые будут помнить ваше имя. Они даже не поймут, почему их тянет благословить вас, но вы будете знать, эта услуга небес к благословению, то, что было отложено, наконец-то возвращается. Связи, которые вы считали потерянными, заменяются божественным партнерством. Слушать. Бог, Он не возвращает вас туда, где вы были. Он выводит вас за пределы того, что вы себе представляли. Это не восстановление вашего прежнего уровня, это высота в ваше предопределенное измерение. Ваш вера очищена в огне, теперь оно сияет, как полированное золото. Период испытаний прошел. Вы были одобрены для избытка. Каждая слеза была вкладом,
каждое испытание было проверкой, каждое разбитое сердце было частью вашей подготовки. Теперь вы уполномочены двигаться в власти, эта боль выковала. Ваша праведность вот-вот засияет, как рассвет, не самодовольство, не гордыня, а тихий свет того, кто прошел сквозь тьму и все еще верит. Дух собирается выдвинуть вас на первый план, чтобы ваше присутствие было известно в местах, где ваше имя никогда не произносилось. Вам не придется пробираться силой, вы будете приглашен. Те, кто когда-то сомневался в тебе, начнут видеть доказательства чудодействия через тебя. То, что было неверно понято, прояснится. То, что было неверно истолковано, будет исправлено. Истина восходит, как утреннее солнце, неудержимое и сияющее. Ожидайте, что ваши решения озарятся светом. То, что раньше казалось запутанным, теперь станет ясным. Вы внезапно поймете, что делать, куда идти и кому доверять. Божественное озарение придет легко. Вы почувствуете, как Бутабагон сам направляет твои мысли, потому что он есть. Ты доказал свою веру сквозь огонь, теперь небеса могут доверить тебе мудрость. Ты примешь одно решение, которое изменит все, ключ-выбор, который откроет вам весь следующий сезон. Не благословение то, что грядет, это не мелочь. Это не временно. Это не эмоционально. Это структурно. Бог вот-вот перестроит вашу реальность, ваши финансы, ваши отношения, ваши возможности, даже ваше здоровье. Те области, которые когда-то были разрушены, теперь станут основой вашей показания. Те же места, которые причиняли вам боль, теперь будут вызывать избыток. Те самые люди, которые видели ваши страдания, станут свидетелями ваших страданий. Трансформация. Вам не нужно будет объявлять об этом, ваша жизнь сама объявит об этом за вас. Дух из избыток будет говорить через ваш мир, вашу радость, вашу стабильность. Чудо не только благословит вас, но и всех, кто с вами связан. Потому что то, что Бог вот-вот проявится в вашей жизни, окажет влияние на целое поколение. Вы не просто вступаете в новую главу, вы открываете Новый Завет. В ближайшие дни вас ждут внезапные всплески вдохновения. Вы проснетесь с идеями, ясностью мыслей и ощущением, что что-то изменилось. Вы обнаружите, что мыслите по-другому и верите по-другому. Это потому, что ваш дух – это согласование с небесным временем. И когда это согласование завершится, то, что раньше было трудным, станет легким. Вы начнете притягивать то, что раньше требовало усилий. Милость заменит шлифовку. Услуга заменит страх. Знаки будут. Некоторые будут едва заметными, другие – неоспоримыми. Кто-то, от кого вы давно не слышали, протянет руку, неся послание или возможность, которая изменит ваш путь. Дверь закрытое сообщение появится снова. Вы можете получить электронное письмо, звонок или даже разговор, который кажется случайным, но он будет нести в себе божественный след. Не игнорируйте его. Это не совпадение, это координаты. Каждый из них направит вас к вашему божественному предназначению. И когда вы начнете проходить через эти новые двери, помните, ускорение не означает хаос. Вы не попадаете в вихрь, вы попадаете в поток. Дух быстро, но мирно переместит вещи вокруг вас. Вам не придется гнаться за предназначенным вам, оно само вас найдет. Вам не придется просить о помощи, оно само вас найдет. Вам не придется бороться за признание, небеса уже подписали ваше одобрение. Твой вераон стал магнитом. Он притягивает то, что ему принадлежит. Когда вы говорите сейчас, ваши слова будут иметь вес. Когда вы молитесь, ответы придут быстро. Когда вы провозглашаете, все мгновенно изменится. Вы достигли духовного роста, и теперь это повышение проявится в физическом мире. Вы больше не действуете на уровне просьб,
вы действуете с властью повелевать. Вы говорите не из надежды, а из завета. Вы постановляете не из желания, а по праву собственности. Это тот момент, когда Дух Божий готовил вас к этому. Все начинает двигаться в божественной синхронизации. Вы заметите, как меняется ваша энергия, расширяется ваше мышление, выравниваются ваши отношения. Люди, которые больше не служат вашему предназначению, тихо уйдут, а те, кому суждено идти рядом с вами, появятся в идеальный момент, точка рука Божья вписывает новые имена в вашу историю, имена тех, кто будет воодушевлять, поддерживать и сотрудничать с вами в достижении вашей цели. Ваши ресурсы умножатся. Вы получите чеки, которых не ждали. Вас найдут возможности, за которыми вы не следовали. Вы увидите, как средства текут из неожиданных источников. Поначалу это покажется сюрреалистичным, но это будет реальностью. И когда это случится, вы вспомните эти слова. Это то, что Бог мне обещал. Вы поймете, что каждая задержка была не отрицанием, а божественным промыслом. Каждое «нет», которое вы слышали ранее, просто освобождало место для этого неоспоримого «да». И когда благословение манифестирует, не забывай, откуда он взялся. Сохрани свой сердце скромный. Сохраняйте свой вера на якоре. Потому что Богон не благословляет тебя для хвастовства, Он благословляет тебя для созидания. Ты призван быть сосудом чуда, а не памятник гордыни. То, что Он собирается вложить в ваши руки, не просто для вашего утешения, но и для вашего призвания. Используйте это мудро, используйте это праведно, используйте это, чтобы открыть двери для других. Будут моменты, когда ускорение покажется невыносимым. Когда вы оглянетесь вокруг и поймете, как быстро все меняется. Но помните, вы готовы. Вас готовили к этому моменту. Каждое испытание, каждая потеря, каждая задержка – все это формировало вашу выносливость. Вы справитесь с точкой богатства. Ты можешь справиться с влиянием. Ты можешь справиться с свет. Потому что ты заслужил это через тень. Скоро вы станете свидетелем этого изменения. Вы скажете другим: «Я не гнался за ним, а оно само меня нашло». И это будет знаком того, что Бог завершил свою работу. Вам не придется добиваться признания, вы станете воплощением откровения. Вам не придется искать чудес, вы сами станете одним из них. Ваша жизнь станет живым доказательством того, что веросильнее неудачи, что прощение открывает больше двери, чем месть когда-либо могла, и что Бог всегда исполняет Его обещать. В ближайшие дни подготовьте свое сердце получить. Очистите свой график, свое пространство, свой разум. Потому что то, что грядет, не впишется в фрагменты вашего прошлого сезона. Дух расширяет вашу способность нести изобилие. Вам скоро будет доверено больше, чем вы молились. Это ваше время, не в следующем месяце, не в следующем году, сейчас. Так что стой же, избранный. Смотри, что произойдет через несколько дней. Рассвет твоего чуда ломается. Доказательство вашего вера проявляется, двери открываются, соединения формируются, ресурсы выравниваются. Ожидание окончено, урожай началось. И ваша праведность, тихий, лучезарный, изысканный, будет сиять, как утренний свет над полем, готовым к благословению. Вы вошли в свой момент подтверждения, небеса подписали указ. Ваше ускорение началось. Идите вперед не со страхом, а с властью. Потому что это, прямо здесь, доказательство того, что Бог сохраняет каждое обещать, выполняет всезавет и никогда не забывает тех, кто выбирает веру над страхом. Рассвет наступил, и твоя судьба проснулась. Помните, как это началось? Небеса организовали этот момент. Прежде чем вы открыли глаза.
Сегодня, прежде чем вы взяли телефон в руки, прежде чем ваш разум осознал, что вам нужно, Бог уже подготовили эту встречу. И теперь, когда она завершается, небеса улыбаются не потому, что послание окончено, а потому, что твоя миссия началась. Иди же, избранный, и живи как доказательство чуда. Прогулка как свидетельство божественного услуга. Говорю как человек, видевший руку Бог, двигайтесь. Потому что вы есть. Каждое слово, которое вошло в ваше сердце сисегня, есть семя, и это семя принесет плодообильный урожай. Оставайтесь скромными. Оставайтесь голодными. Оставайтесь святыми. И никогда не забывайте, вы оправданы, вы избраны, вы защищены. Небеса наблюдают. Ангелы готовы. История все еще пишется, и Бог автор. Ваш вера — это чернила, ваше послушание — это ручка, и ваша судьба — это шедевр. Комментарий ниже: «Я избран, я прикрыт, я готов». Подпишитесь, чтобы оставаться в завете с этим пророческим движением. Потому что следующее послание откроет вам, как сохранить то, что вы уже получили. Это ваш переизбыток, ваше подтверждение обещать, твой трансформация в движение. Идите с миром. Идите с силой. Идите с целью. Потому что Бог сказал, и остальные небеса наблюдают, как вы входите в